Древний город, раскаленный от солнца. Карьер и тысячи рабов, которые, изнывая от жары и истекая кровью, тащат огромные глыбы гранита для строительства амфитеатра и других зданий. За каждым их движением следят сотни вооруженных надсмотрщиков. Но работа идет плохо. Рабы постоянно бунтуют, ломают инструменты, а содержание огромной армии охраны сжирает почти всю прибыль рабовладельца. Тогда хозяин этого города, хитрый и прагматичный правитель Кратий, решает пойти на беспрецедентный шаг. Он созывает всех рабов и объявляет им великую милость. С этого дня вы свободны. Кандалы снимаются. Вы больше не рабы, но город должен быть построен. Поэтому за каждый принесенный камень я буду платить вам по одной монете. Больше камней – больше монет. На эти деньги вы сами купите себе еду, одежду и даже дома, которые будут построены из камней, которые вы сами же и принесете. Что тут началось? Ликованию людей не было предела. Они обнимались, плакали от счастья и побежали работать. Но теперь их не нужно было подгонять плетьми. Эгоизм и жажда денег сотворили чудо. Бывшие рабы начали соревноваться друг с другом, кто принесет больше камней. Они стали надрываться добровольно. Некоторые работали даже по ночам, чтобы заработать как можно больше заветных монет. Потом некоторые взяли себе в аренду у Кратия помещения и стали ремесленниками. Кто-то взял лавки и стал торговать. Но все они платили аренду и налоги Кратию. А сам Кратий сидел на высоком балконе, улыбаясь, смотрел на эту кипящую безумную работу и тихо говорил своим приближенным: «Смотрите, как они счастливы. Они думают, что они стали свободными, но они все так же таскают для меня камни. Только теперь они охраняют себя сами. А все золото, которое я им плачу, они до единой монеты вернут мне, покупая у меня еду, одежду и жилье. Деньги в моих руках, а значит, они остались моими рабами». Эта древняя притча не просто сказка, это жестокая и циничная анатомия современной реальности. Человечество наивно полагает, что рабовладение осталось в далеком прошлом, но на самом деле оно просто изменило форму. Насильное принуждение, когда тебя заставляют работать под страхом побоев или смерти, уступило место экономическому принуждению. Физические жизненные цепи заменили на экономические, на деньги, кредиты, ипотеки, а теперь аренду и подписки. С точки зрения рациональной логики и прагматизма, современная финансовая система – это вершина эволюции рабовладельческого строя. Но нас никто не бьет плетью. Нам милостиво разрешили самим выбирать себе хозяина, работодателя, и даже менять его. Но базовое условие осталось неизменным. Если ты не пойдешь и не отдашь свой труд хозяину денег за цветные бумажки или цифры на экране телефона, ты просто умрешь от голода. А весь фокус в том, что печатный станок и ресурсы все равно находятся в руках условного Кратия. И мы точно так же, как и рабы из притчи, послушно возвращаем им все заработанное за право просто существовать. Мы стали рабами, которые искренне гордятся своей свободой и работают на износ ради вещей, которые нам зачастую даже не нужны. Мы сами стали своими лучшими надсмотрщиками. А ведь были времена, когда люди работали не на условного Кратия, а на свое государство, в котором не было владельцев денег. А государство плоды общего труда возвращало людям не в виде бумажек, а в виде разных благ, таких как жилье, бесплатное образование, медицина, социальное обеспечение. А самое главное, что давало то государство и чего никогда не даст ни один владелец денег, это уверенность в завтрашнем дне.
А как вы думаете, возможно ли в современном мире быть по-настоящему свободным от этой финансовой системы? Или мы все обречены до конца дней добровольно таскать эти камни, радуясь каждой полученной монете? Что для вас сегодня является истинной свободой? Напишите в своих комментариях.